Глава 168. Выходит, они тоже забрались на гору Тунлу. Если Гудзе здесь, неужели и Цзэжун тоже? Спросил Селянь. Судя по зеленому огоньку над ее головой, вне всяких сомнений. Кажется, Гудзе побаивался Сюаньцзи, сидел на ее руках, не смея делать лишних движений. Однако мальчику, наверное, было трудно стерпеть ледяной холод, исходящий от демоницы, и он тихонько заерзал. «Не вертись!» Тут же велела Сюаньцзи. Стоило ей заговорить, и черты лица, озаренные светом ярко-зеленого огонька, искривились еще сильнее. Призрачный огонек тоже можно считать одним из отличительных знаков. Пристрастие безобразное до крайности, и Селянь считал, что ни одна демоница с нормальными вкусами, заботящаяся о своем облике, не согласится водрузить себе на голову такое украшение. И говорить нечего, наверняка это требование Цзэжуна. Зеленое свечение в сочетании с красным платьем стало настоящим ударом для зрения, подобное повергало в ужас даже сильнее, чем когда наставник какого-нибудь учения заставлял своих адептов носить страшно уродливые ученические одеяния. Гудзе плаксиво пожаловался: «Сестрица, после той воды мне что-то нехорошо». «Воды?» Селянь невольно облился потом. В подземных водах плавали стаями крысы-подальщики, и хотя смертельно отравиться такой водой нельзя, все-таки у ребенка довольно низкая сопротивляемость организма всякой заразе, и его может даже схватить понос. Сюаньцзи явно не любила маленьких детей, никакого терпения к мальчику она проявлять не собиралась. «Потерпи. Мы уже идем обратно». Их силуэты растворились в темноте. Без лишних слов Селянь и Хуачен бесшумно направились следом. Очень скоро они, не отставая от Сюаньцзи, прошли несколько поворотов и оказались на другой широкой улице. В самом ее конце показалось строение, которое отличалось некоторым великолепием от остальных. Изнутри доносились голоса, наверняка это здание и было конечной целью демоницы. Под покровом темноты Селянь и Хуачен обогнали ее, забрались на крышу и заглянули внутрь сквозь щели. Их ожидания оправдались, Цзэжун вальяжно устроился прямо в центре большого зала усадьбы. Он притащил сюда около 20 окаменевших статуй и расположил их на земле так, чтобы казалось, будто они падают ниц перед ним. А сам Цзэжун тем временем, наслаждаясь поклонением, самодовольно обгладывал окровавленную руку. В углу зала находились 5-6 крестьян, а среди них был один, казалось, вовсе неприметный, который сидел, уронив голову на грудь. Это был Инь-Юй, выходит, Цзэжун и впрямь его схватил. Людей не сдерживали никакие веревки или путы, но над головой каждого парился ярко-зеленый призрачный огонек. Если приглядеться, эти огоньки немного отличались от того, что служил украшением для Сюаньцзи. В пламени угадывались черты лица, глаза косили вниз, коварным взглядом наблюдая за людьми, словно какой-то подлый злодей. Селянь прошептал: «Очень странные огоньки». Хуачен пояснил: «Это демонические оковы, которыми Цзэжун удерживает пленников. Захочешь сбежать из-под стражи, огонек пронзительно закричит. А если привести в действие особое заклинание, заложник мгновенно сгорит в этом пламени». Цзэжун с довольным видом обгрызал оторванную руку, когда снаружи послышался голос Сюаньцзи: «Ваше превосходительство, я вернулась». Цзэжун вмиг отбросил лакомство прочь и вытер рот от крови. Селянь подивился, что это значит. Боится, что его увидят. Неужели настал день, когда Цзэжун стал стесняться своего облика во время еды? Сюаньцзи, еще не переступив порог зала, сперва поставила Гудзе на землю. Мальчик с громким топотом вбежал внутрь, подскочил к Цзэжуну и, поглядев на него, ткнул пальцем и громко закричал: «Отец, ты опять тайком кушал что-то нехорошее, Цзэжун». «Нет», но Гудзе не поверил, «Я понял по запаху». «У тебя после такого изо рта воняет». Цзэжун пару раз выдохнул в ладонь и наверняка тоже почувствовал запах крови из собственного рта. Отпираться нет смысла. Он тут же раздраженно бросил: «Черт подери! Сюаньцзи, зачем ты опять его притащила? Я же сказал, увести его куда-нибудь и погулять подольше, пока я ем». Сюаньцзи преспокойно вошла и отозвалась:
он напился воды и стал конючить, что живот разболелся, вот я и привела его назад. Ваше превосходительство, прошу, не заставляйте меня больше водиться с маленькими детьми. Я и сама не знаю, как с ними управиться. Цзэжун выпучил глаза и упрекнул ее, что «Ты же демоница. Как демонице могут не нравиться дети? Ты бракованная, да ведь это же не мой собственный ребенок». Гуцзы, хватая Цзэжуна за полы одежды, стал просить: «Отец, не надо больше есть такие вещи, плохие». Цзэжун, которому это порядком надоело, погнал ребенка прочь. «Пошел, пошел, пошел. Нечего мне надоедать. Не хватало еще, чтобы яйцо курицу учило. Иди поиграй где-нибудь один». Гуцзы пришлось самому пойти играть. Перед уходом мальчик взглянул на людей, сидящих в углу зала. Когда ребенок исчез из виду, Сюаньцзи наконец сказала: «Ваше превосходительство, я никак не могу понять, если этот мальчишка приносит вам столько хлопот, зачем вы взяли его с собой? Он всю дорогу то есть хочет, то пить, то плачет, то болеет. Если бы не торное чудище, которое подвезло нас по пути, боюсь, до сих пор тащились бы с этой обузой». Цзэжун захихикал: «Если почти даром свалившийся на голову сынок так хочет называть меня отцом, так пусть зовет». Ой, тьфу! Чушь собачья. Конечно, все потому, что я собираюсь сожрать этого мелкого дурня. У таких маленьких детишек мясо нежное-нежное, можно даже приправ не добавлять, вкус отменный. Хи-хи-хи-хи-хи-хи, но почему вы до сих пор его не съели? Глаза Цзэжуна сверкнули зеленым. Этого-то тебе как раз и не понять. Откормим пожирнее, потом зарежем. Самое вкусненькое нужно оставить на потом. К тому же, у нас еще много припасов, можно не спешить. При упоминании припасов Сюаньцзи уставилась на Иньюя. Мне этот новенький кажется очень подозрительным. Очень-очень подозрительным. Ваше превосходительство, удалось ли вам узнать, откуда он взялся? Если учесть, какую ненависть Цзэжун испытывал к Хуачену, стоит ему понять, что Иньюй — подручный Хуачена, и он сожрет его в первую очередь. Однако Цзэжун сказал: этот паршивец тоже явился вместе с повелительницей дождя. Иногда отсутствие особых примет и природная способность притвориться пустым местом тоже может сыграть на руку. Обычно никто не связывал вместе Иньюя и собирателя цветов под кровавым дождем, и, как видно, Иньюю удалось скрыть свою личность. Селянь с облегчением выдохнул, а Сюаньцзи, напротив, изменилась в лице. Юй Шихуан уже добралась сюда. Цзэжун ответил: «Нет. Этот паршивец, так же как мы, случайно обнаружил подземный город. Повелительница дождя пока еще нас не нашла. Чтоб ее!» Вдруг забранился он. «И почему от нее так трудно отделаться? Всю дорогу гналась за нами, пришлось даже укрыться от нее под землю. Я же просто схватил парочку крестьян из той захерелой деревеньки, чтобы перекусить. К чему такая мелочность? А еще небесная чиновница. Так и знал, что у них на верхних небесах ни одного нормального. Крохоборы», он говорил это с полной уверенностью в собственной правоте. Сперва протянул свои лапищи к чужим крестьянам, которые занимались себе возделыванием земель, а потом еще и обвинил хозяйку в недостатке щедрости за то, что отказалась отдать ему парочку на съедение. У селяня от услышанного неумолимо зачесались кулаки. Сюаньцзи продолжила: «А может, отпустим этих, и дело с концом?» Цзэжун, однако, считал, что это слишком позорное отступление, и вытаращил глаза: «Не отпустим. Я уже съел половину, и теперь отпускать остаток нет смысла. Конфликт уже завязался. Либо уж доедать всех, либо вообще не надо было трогать. Вывели меня из себя, да я одним огоньком спалю их всех до единого, всем туго придется». Сюаньцзи сказала: «Я тоже совсем не ждала, что все так обернется». Характер у Юй Шихуан раньше был совсем другим, можно сказать без преувеличения, что ее каждый мог обидеть. И я думала, что если даже забрать людей из ее деревни, она спокойно стерпит и проглотит, только поэтому решилась на подобный шаг. Кто же знал, что она превратится в такую большую проблему?
И никак ее с хвоста не сбросить, выходит, Сюань Цзи знала повелителя дождя. И к тому же относилась к ней не слишком почтительно. Как видно, они были знакомы еще в бытность смертными. Припомнив различные легенды, Селянь прошептал: «Неужели Сюань Цзи служила генералом при государстве Юйши?» Хуачен ответил: «ГГ верно догадался». «Все именно так». Селянь с сомнением переспросил: «Но ведь не сходится». Ее превосходительство, повелитель дождя, была наследницей царственного рода государства Юйши, обладала высочайшим положением. А Сюань Цзи всего лишь генералом, ее подданной. Разве осмелилась бы она с таким пренебрежением относиться к члену правящего дома? Да еще сказала, каждый мог обидеть. Цзэжун тем временем продолжал: «Да плевать мне, кто она, повелительница дождя или шелудивых псов. Когда я попаду в медную печь и стану непревзойденным, своим появлением повергнув в потрясение целый мир, все, кто ходит под небесами и над ними, падут ниц у моих ног, на коленях будут стоять и жрать грязь под моими ступнями. И тогда я снесу призрачный город, затоплю остров черных вод, и даже Цзюнь-У должен будет со мной считаться, лебезить и заискивать, ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха, слушая, как Цзюнь изо всех сил бахвалится, воображая будущее безграничное величие. Селянь захотел только рассмеяться, больше ничего. А Хуачину даже посмеяться было скучно. Цзюнь сказал Сюань Цзи: «А Пэймина я скоплю и брошу тебе на потеху, чтобы служил рабом». При звуках этого имени Сюань Цзи сжала кулаки, на ее бледном лице проявился гнев. «Нет нужды. Главное, пообещайте отдать его в мое полное распоряжение, и Сюань Цзи будет безмерно благодарна вашему превосходительству». Пока разговор не зашел о Пэймине, Сюань Цзи выглядела как обычная демоница. Но стоило его упомянуть, и Селянь вновь увидел в ней тень той обезумевшей, с которой встретился на горе Юйцюнь. Она в самом деле возложила эту нелепую надежду на Цзэжуна. Любовь затмила разум, больше это никак нельзя объяснить. Селянь поднял взгляд. «Сань Лан, разве можно оставлять Иньюя и этих людей в плену Цзэжуна? Разумеется, они могли бы ворваться прямо сейчас, побить Цзэжуна и Сюань Цзи, но...» Крестьяне, а с ними Иньюй, в этой ситуации стали заложниками, а на Цзэжуна полагаться нельзя, вдруг он станет сжигать по одному за каждый удар. Тогда в проигрыше, напротив, окажутся они сами, и очень может быть, что Цзэжуна, как он и сказал, выведут из себя, и он спалит всех одним огнем. Хуачен, впрочем, без лишнего беспокойства ответил: «Призрачные огни Цзэжуна снимаются устным паролем. Для начала нужно придумать, как выведать его. Кто это сделает? И как? Мы с тобой точно не сможем». Но оба тут же, не сговариваясь, опустили взгляды вниз, где снаружи усадьбы в грязи игрался Гуцзы. Помолчав, Селянь произнес: «Не выйдет, слишком опасно. Цзэжун и без того все порывается сожрать ребенка, а что если он почует подвох?» Хуачен возразил: «Хватит ли у него на это мозгов? Вопрос отдельный. Но если он и впрямь решит навредить мальчишке, мы просто придем на выручку, ничего сложного. ГГ, не лучше ли побеспокоиться о том, что ребенок уже столько времени провел с Цзэжуном? Что если мальчик стал на него похож? И повредился умом, судя по реакции Гуцзы на его поведение, не думаю, что мальчик стал в чем-то ненормальным. Тогда попробуем». Хуачен тут же разжал ладонь, из которой упорхнула и не спеша полетела вниз особенно маленькая серебристая бабочка. Цзэжун и Сюань Цзи продолжали разговаривать, а Гуцзы сидел снаружи на земле и рисовал в грязи. Он изобразил большего человечка, который вел за руку маленького человечка. И вдруг увидел, как к нему подлетела мягко сияющая бабочка. Мальчик мгновенно вздернул голову и округлил глаза, и уже собирался удивленно вскрикнуть, как услышал тоненький человеческий голос. Бабочка сказала ему: «Гуцзы, ничего не говори. Если скажешь слово, я исчезну. Это я. Ты меня помнишь?» Если бы Гуцзы все-таки закричал, Хуачен сразу пленил бы его сознание светом бабочки, однако мальчик зажал рот рукой и послушался, прошептав: «Помню». Это голос мусорного ГГ. Селянь: «Ха-ха-ха, отличная память». Да, верно, это мусорный ГГ.
Пойдем со мной в сторонку, только чтобы чтобы твой отец не заметил». Гудзи кивнул и поднялся с земли, чтобы тихонько отправиться за бабочкой. Но Цижун из зала сразу это увидел и прикрикнул: «Эй! Нечего бегать где попало, слышал? Если будешь шататься без присмотра, тебя съедят огромные крысы. А ну вернись,